самом деле лигирование с перикардэктомией дает вот такие хорошие результаты, но при этом информация есть только по поводу собак. Да, а если сравнивать, например, лигирование в монорежиме кошки до 53%, лигирование с субтотальной перикардэктомией и еще ментализацией 57% максимальной значение, ну, максимальной эффективной, да, то есть в какой-то группе. Получается, что объем хирургической травмы, ну, в какие-то невероятные разы больше, да, то есть это надо сделать, ну, чтобы кошки выполнить даже, допустим, торакоскопическое лигирование плюс перикардэктомию плюс ментализацию, придется сделать торакоскопию, торакотомию под перикард и еще плюс лапаротомию, чтобы сальник провести. Либо только там торакоскопия или торакотомия, чтобы сделать лигирование. При этом разница вот этой в эффективности достаточно небольшая. Поэтому у собак, да, комбинации, все здорово, у кошек результат хирургического лечения в целом не очень хороший, да, и никаких, ну, по большому счету, данных о целесообразности именно расширенных вмешательств нету. И, в общем-то, исходя из интересов пациента, наверное, здесь стоит рекомендовать какой-то минимальный объем. Ну, соответственно, вот это вот наш же протокол, ну, условно назовем это протокол, который я в позапрошлом слайде приводил для кошек, можно сократить вот до такого вот. Ну, в моем случае это торакоскопически ассистированное, да, это вполне можно делать в открытую, там, или через мини-доступ. Если не работает или если владельцы не готовы, то сразу плевральный порт. Соответственно, при торакоскопическом лигировании, ну, почему мне это нравится, что достаточно хорошо все видно. То есть, вот это у нас аорта. Да, мы разрушили каудальное средостение, и вот видно, собственно, грудной лимфатический проток. Плюс торакоскопии в том, что это достаточно большое увеличение, поэтому нет никакой необходимости там, в прокрашивании протока и лишних манипуляциях. Очень хорошо видно, даже если он как-то очень активно ветвится. Вот, соответственно, ну, я вот в данной ситуации пользовался биполяром, то есть мы вот пропаиваем на нескольких уровнях и все. Что достаточно важно сделать при вот этой манипуляции, ну, независимо от того, при какой технике она выполняется, я имею в виду техники доступа, помимо того, что мы запаяли грудной лимфатический проток, нам нужно разрушить вокруг все средостение, ну, по крайней мере, максимального травмировать, потому что там должен возникнуть фиброз. За счет этого, скорее всего, перекроются какие-то мелкие бранши, которые не видны, там, поймать их не представляется возможным. Вот. Ну и второй момент, который надо помнить самому и лишний раз напоминать врачам-алик, которые пытаются тебе сказать, что у тебя руки не с того места растут. Жидкость может скапливаться до 2 недель после операции, и это нормально. Вот. Единственное, что если у нас прям все очень классно получилось, да, у нас вот этот вот хироз, хирозный выпад превратится просто в трансудат. Будет красивенькая прозрачная жидкость. Вот. По поводу плевральных портов я любезно фотографии предоставил Сереж Статарицев из клиники Песоход в Питере. Ну, в принципе, в целом это то же самое плевральный дренаж, да, только так как мы его оставляем на постоянной основе, нам не очень хотелось бы, чтобы он контактировал с внешней средой, потому что как бы стерильно дренирование не было проведено, да, и как бы мы не ухаживали за этим дренажом, через 5-7 дней все равно уже по нему начнут расти бактерии. Поэтому, то есть это потенциальный источник контаминации при плевральной области, и, соответственно, мы можем получить плеврит у такого пациента. Поэтому лучше, чтобы он с внешней средой не контактировал. Хорошим вариантом являются вот эти вот селсайд-порты. Это, ну, вообще изначально порты для постоянного венозного доступа используются в медицине у онкологических пациентов, ну, получающих химиотерапию. Вот эта вот мембрана силиконовая, она предназначена для
многократного прокалывания иглой бугора, ну, игла специальной формы не прорезает мембрану, а раздвигает. Вот. Если я не ошибаюсь, там порядка 2500 проколов вот этих вот мембраны выдерживают, то есть ну, кошки хватит на всю жизнь. Соответственно, устанавливается трубка в плевральную полость, сам порт выводится под кожу и там фиксируется. Да? И после этого, ну, единственное, что нужно эти специальные иглы, но в целом владельцы могут совершенно прекрасно и сами при необходимости откачивать жидкость. Для этого не нужна седация, для этого не нужно возить кошку в клинику. Единственное, что надо достаточно тщательно обрабатывать это место пункции. По возможности, может быть, его имеет смысл держать выбритым, потому что, как это ни странно звучит, но вот эту вот иглой внутрь порта можно затолкать шерсть. У нас была такая история, там, правда, был мочеточниковый шунт, который не очень правильно промывали. В какой-то момент пришлось провести ревизию, потому что загнулись трубки самого шунта, и именно шунт разворачивали под кожей. Вот когда мы его разобрали, внутри шунта был пучок шерсти. Вот, с тех пор мы всегда накрываемся как на большую операцию, чтобы шунты промыть. Вот. В общем-то, это важно, какая-то не пустая рекомендация, чтобы белье побольше потратить с перчатками. Вот, ну и по поводу перикардэктомии. Тут такая история, просто на самом деле никто не дает ответа на вопрос, зачем все-таки нужна перикардэктомия при хилотораксе. Периодически озвучивают версию о том, что ну вот мы уменьшим давление в правых отделах, соответственно, давление в кардиальной полой вене подснизится, и за счет этого лимфа из грудного лимфатического протока будет лучше поступать, ну, куда ей положено, в кардиальную полую вену, да, и не будет локтевать наружу. Но тогда встает резонный вопрос, а как она попадет в этот оставшийся грудной лимфатический проток, если мы его не завязали, потому что это комбинированная операция. Вот. Есть еще вот такая вот идея, не более чем гипотеза, не очень понятно, как ее подтвердить. Вот. Соответственно, если у нас есть хилез, да, рано или поздно мы имеем плеврит, пусть даже асептический. Соответственно, на фоне этого плеврита, перикардита снижается растяжимость перикарда, так или иначе увеличивается, пусть незначительно, давление в правых отделах, следует в каудальной полой вене, в печеночных венах. И вот уже на этом этапе, да, когда у нас вот здесь вот повысилось давление, вот здесь, прошу прощения, мы можем иметь повышение, избыток какой-то жидкости в пространстве десетов, в печеночных дольках непосредственно. И вот на этом этапе может происходить какое-то избыточное поступление лимфы из печени в лимфоток мезоартериальный, и, соответственно, вот так вот. Мы обсуждали с коллегами какие-то варианты экспериментальной модели, чтобы это подтвердить. Видимо, этого сделать не удастся, но если вдруг у вас в клинике будут оперировать котов с хилотораксом, вы обязательно отщипните у них кусочек печени для гистологического исследования, положите формалин и пришлите мне. Я буду вам очень-очень благодарен. Вот. Ну и я дважды ссылался на эту статью, она на текущий момент самая свежая, конечно, литературы полно, если порыться. Вот, ну здесь, в общем, такой обзор литературы за 2012 год. Вот, надеюсь, кто-нибудь в ближайшее время сделает еще что-нибудь посвежее, но пока приходится ссылаться на это. Вот, так что можно почитать. Ну и все, спасибо за внимание. Если у вас вдруг будут вопросы, куда присылать гистологию, вопрос может перестегнуть. Да, есть вопросы? Есть вопросы. Скажите, пожалуйста, сколько кошка может жить вот после того, как ей установили трубку в грудную полость для откачивания жидкости? Ну, средняя продолжительность жизни максимально описанная, там, ну, МСТ 209 дней есть.
ну, именно в исследовании, да. А так, ну, по большому счету, понятно, что это инородное тело, которое само по себе будет рано или поздно вызывать плеврит, но, по крайней мере, если мы изолируем ее от внешней среды, плеврит будет асептический. Да, и эксудация какая-то, связанная с трубкой, может быть разрешена этой же трубкой, поэтому в целом... 200 дней, это чуть больше, чем полгода. 200 дней это не МСТ, это средняя продолжительность по больнице. Ну, вот, условно говоря, было исследование 100 животных, 50 из них оставались живы через 209 дней, но 100-е могло погибнуть через 4 года. Нет таких данных по поводу максимальной продолжительности жизни с трубкой. Спасибо. Еще вопросы? Нету? Да? Ну, тогда пока все. Видимо, давайте еще раз поблагодарим Дмитрия и отправимся на обед. Okay, welcome back, everybody, for this afternoon session of today's meeting. And we're going to have a change of subject now and a whole change of emphasis away from the respiratory conditions that we've been thinking about until now. And we're going to look at some areas of disease and pathology ranging around the kidney in this next session. So my area of interest for today is to talk about proteinuria in cats with chronic kidney disease, and to really just shine a little bit of a light on why we are interested in proteinuria and what we can do to manage it. Thank you. Добро пожаловать на вторую часть наших лекций. Сегодня вторая часть, мы уходим уже от дыхательной системы и от заболеваний, которые обсуждали, и переключаемся на совершенно другую область. И тема, о которой сейчас пойдет речь, это протеинурия у кошек с хроническими заболеваниями почек. So let's have a look at a fairly typical case that might present to you. Типичный случай. And this is a cat called Harry. Harry is a boy's name, but this is a female cat, and she's 16 years old. Несмотря на то, что кошку зовут Гарри, это тем не менее девочка, ей 16. And Harry came to our clinic for a routine vaccination visit, so her owner had no particular concerns, just came for the annual health visit. Они пришли в клинику без всяких жалоб, просто это была ревакцинация, то есть обычное наблюдение у врача раз в год. Никаких специальных поводов для обращения не было. And when we talk to Harry's owner, we find, like so many older cats, that she doesn't eat quite as enthusiastically as she used to, so she's a little bit choosy about which foods she will and won't eat. Поговорив с владельцем, мы выяснили, что, как и многие кошки в возрасте, Гарри выбирает еду, уже не с таким энтузиазмом ест, как прежде, и, в общем-то, так избирательно. And she's a bit less active than she used to be, which her owner attributes just to her age, but she's not aware of any other particular changes or signs to worry her. И она стала менее активной, однако владелец списывает это на ее возраст, и никаких других симптомов, которые бы ее волновали, не заметила. So when we examine Harry as part of the routine visit, we find that she has lost a little bit of weight since her last visit to the clinic. При осмотре мы также установили, что она чуть-чуть потеряла в весе по сравнению с предыдущим взвешиванием при предыдущем визите. And I think it's always really important to weigh cats whenever you see them and to record the weight of the cat each time. Я считаю, что очень важно взвешивать кошек каждый раз, когда они к вам приходят, и записывать вес. Because you can see that in Harry's case, she's only lost about 200 grams, going from 4.5 kilograms to 4.3 kilograms. Потому что в случае с Гарри разница была всего минус 200 грамм. But actually, in a cat that only weighs just over 4 kilograms, that represents nearly 5% of body weight. Однако для кошки, которая весит, ну, скажем так, 4 килограмма, 200 грамм это почти 5%. So that's quite a significant loss, even though the number is only small.
И хотя кажется, что 200 грамм это мало, по сравнению с ее массой тела, это значительная потеря веса. And for owners, sometimes they don't appreciate the significance of that loss, and so sometimes it's helpful to put it into terms of percentages and even to put it into human terms and let them see that 5% loss is really quite important. И часто владельцы не придают этому большого значения, не понимают значения потери веса. Поэтому всегда хорошо объяснить им это, переводя цифры в проценты, а также приводя аналогию с их собственным весом, если бы они потеряли столько же процентов, насколько существенной было бы это снижение веса. But the rest of the physical examination for Harry shows us that she does have some dental disease, not unusual in an older cat. Также при осмотре Гарри мы выявляем некоторые проблемы господи, боже мой, в общем, с зубами, здоровьем зубов, но это нормально для пожилых кошек. And nothing else really to find on physical exam. И, в общем, ничего больше интересного не обнаружили при осмотре. So, dental disease could certainly explain why an older cat is less keen to eat and may explain why she's lost some weight. И, соответственно, мы можем подумать о том, почему, собственно, она стала более избирательной в пище и почему она потеряла в весе. So, will you book Harry in to come in to have an anaesthetic and to have teeth cleaned up and any extractions? Or would you like to know a bit more? Считаю, что это может быть связано с зубами непосредственно. Как вы думаете, запишем ее к стоматологу, чтобы ее под анестезией почистили, ей зубы, налет и так далее, или будем что-то еще исследовать? Some more. Some more, Yes, indeed. some more. And even if we are going to recommend having Harry to come in and have an anaesthetic, we probably want to run some blood tests before we embark on an anaesthetic. И, в принципе, наверное, было бы разумно даже в любом случае, если мы собираемся под анестезией делать какие-то манипуляции или исследования, хотелось бы, наверное, взять кровь до того, как мы введем, как мы дадим наркоз. So that's what we recommended, and this is the little panel of tests that we ran. И вот мы сделали некоторые анализы, как вы видите, здесь у нас идет биохимия. So just have a look at those results. Биохимия, также там справа приведена удельная плотность мочи. And what do we think about these results? Do you think that Harry has some kidney disease or I not? guess I need to translate these things. Okay, sorry. Значит, для того, чтобы это интерпретировать, что выделено желтеньким? Мочевина 11,4, референсное значение в скобках, креатинин 180, и справа циферка – это плотность мочи. Что мы думаем об этих результатах? Okay. So do we think that she has... There is some kidney disease. We think there is some kidney disease. Okay, does everyone agree with that? Все согласны, что есть какая-то болезнь почек? Yeah, okay. So we have slightly raised urea. Немного повышенная мочевина. There's a lot of reasons for that other than kidney disease, but we also have raised creatinine. Есть и другие причины, которые приводят к повышению мочевины. Это не только заболевание почек, однако у нас и креатинин немного повышен. It's only a tiny bit raised, but it is raised. Совсем чуть-чуть над верхней границей, но повышен. But for me, the most important factor on these results is that the urine-specific gravity is much lower than we would expect in a cat. Но гораздо больше меня волнует тот факт, что снижена плотность мочи. So we have low specific gravity urine, elevated creatinine, we have chronic kidney disease. Соответственно, эти два показателя, креатинин и плотность мочи, говорят о том, что есть заболевание почек. So now we have to ring the owner and let them know these results and explain what it means. Тут теперь нам нужно позвать владельца, вот это, видимо, владелица. Ей только что объяснили, что обозначают результаты анализов. And certainly for owners in the UK, this is a bad news diagnosis. И у нас все владельцы Великобритании, конечно, воспринимают это как плохие новости. I think owners are often very fatalistic about chronic kidney disease, and they believe that it is something that can't be treated and that is going to be really a problem for their cat. Они как-то фаталистски относятся к этому заболеванию, считают, что оно неизлечимо, что нельзя помочь кошке и воспринимают это как плохой диагноз.
Now, hopefully we know that there's actually quite a lot that we can do to help these cats, but we really have a job to do in educating owners to understand that and to be motivated to let us help these cats. Хорошо, что мы знаем очень много вещей, которые могут помочь такому пациенту. Однако здесь очень важную роль играет замотивировать именно владельца, объяснить ему, как следует организовать образ жизни питомца после этого и всячески его поддерживать, чтобы он работал вместе с нами ради благополучия кошки. So when we give this diagnosis to the owner, usually their first questions, and they're very reasonable questions, are they want to know how bad is it, and what does it mean for their cat, how long will she live? Поэтому, когда мы владельцу рассказываем, какой у нас диагноз, то первое, что они спрашивают, насколько это все плохо, и второе, это сколько проживет моя кошка. And those are very reasonable questions to ask, but as we know, they're not always easy questions to answer. Очень разумные вопросы, логично, что они их задают, однако нам очень трудно на них ответить. So I hope you're familiar with the IRIS staging system for chronic kidney disease. Вы знакомы с классификацией IRIS для определения стадии заболевания почек. And I think it's a very useful scheme, and we can use it to say that this cat has stage 2 IRIS stage 2 kidney disease. Мы можем пользоваться этой классификацией. В данном случае у этой кошки вторая стадия по классификации IRIS. But what does that mean to an owner? А владельцу это ни о чем не говорит. Nothing at all. No idea. Непонятно, что это значит. So we need to help them to understand better. Поэтому нужно им помочь и разъяснить. And we also have to remember that actually, if we can identify chronic kidney disease on blood tests and urine tests, whichever IRIS stage it is, it actually must be quite advanced. Мы должны сами с вами понимать при этом, что если мы смогли определить заболевание почек по результатам анализов крови и мочи, вне зависимости от того, какую стадию IRIS мы поставим, это значит, что, в общем-то, наше хроническое заболевание почек уже достаточно спрогрессировало. Because as we know, we are all born with much more kidney function, many more kidney nephrons than we actually need. We have a functional renal reserve, which is really quite extensive. Как известно, мы рождаемся с большим запасом функциональным со стороны почек. Есть много нефронов, и гораздо больше, чем то, что нам требуется. То есть у нас есть такой функциональный резерв при рождении. And what that means is that through life we can lose more than half of our kidney function and still have normal blood tests, normal urine concentrating ability. Это значит, что даже если в течение жизни мы потеряем половину функциональной функции почек, у нас все равно останется нормальный уровень мочевины, креатинина и удельная плотность мочи. So it's only when we start to lose even more function and we get down between 2/3 and 3/4 of kidney function lost that we will start to see changes in our lab work. И только если мы уже теряем еще больше нефронов, еще больше функций почек, когда мы на уровне где-то уже 25-40% функций, тогда у нас начинаются изменения в лабораторных анализах. And we will start to see reducing urine-specific gravity, Плотность мочи падает, and increasing SDMA, СДМА растет. Before we see any changes in creatinine. И только потом мы уже видим изменения со стороны креатинина. So by the time we see increases in creatinine, we are right down in the very lowest portion of this graph. То есть, если мы видим, что уже и креатинин у нас повышенный, это значит, что мы в нижней четверти вот этого функционального графика. So even though we would say that Harry is in IRIS stage 2 kidney disease, we have to recognize that she has lost more than 75% of her kidney function. Поэтому, несмотря на то, что стадию мы квалифицировали как вторая по IRIS,
Тем не менее, мы должны осознавать, что Хари потеряла более 70% функций своих почек. And therefore we need to do everything we possibly can to prevent further loss of nephrons, because she really is now working in a very small, tight zone. И поэтому мы должны предотвратить любыми методами дальнейшую потерю нефронов, так как она, кошка, функционирует на маленьком остатке. So when we ask how bad is it, the truth is that if we can recognize it on the tests we currently have available, it must be quite bad. Поэтому, отвечая самим себе на вопрос, насколько все плохо, вот владельца, да, вопрос, мы должны понимать, что если мы это обнаружили по анализам, это плохо. So what does that mean for her future? How long will she live? Отвечая на второй вопрос, сколько она проживет, какой прогноз на будущее для кошки мы можем дать? Well, we know that it's very variable from one case to another. Это, конечно, очень индивидуально. But we also know that kidney disease is progressive. Но мы также знаем, что заболевание почек прогрессирует. Even though the speed of progression is quite variable from one case to another. Хотя скорость прогрессирования индивидуальна. And the bad news is that the very fact of having kidney disease produces changes in metabolism which will ultimately become damaging to the kidney. И еще есть такая плохая черта у любого хронического заболевания почек, что сам факт его наличия приводит к таким изменениям в обмене веществ, что последствия этих изменений неизбежно травмируют и повреждают почку снова. То есть это такой цикл. So the very fact of having kidney disease is damaging to the kidneys. Сам факт, что есть заболевание почек, уже наносит еще больше ущерба этим же почкам. So on this slide I've listed some of the consequences of chronic kidney disease. Я написала небольшой список последствий хронического заболевания почек. So we see polyuria, which leads to dehydration. Полиурия ведет к обезвоживанию. We get nausea, which can cause vomiting, but more commonly causes cats to lose their appetite and not eat well. Тошнота, которая может приводить к рвоте, но гораздо чаще вызывает просто плохой аппетит. We get hyperphosphatemia. Повышение уровня фосфора. A proportion of cats will have hypertension. Гипертензия. We'll talk more about protein in the urine and urinary tract infections, which are very common in cats with chronic kidney disease. Поговорим попозже подробнее о протеинурии, и также осложнениями являются инфекции мочевыводящих путей. We can also see hypokalemia. Снижение уровня калия. And in more advanced cases we will see chronic anemia. В тяжелых случаях хроническая анемия. So these will all be familiar complications of kidney disease that you're used to seeing. Я думаю, что вы все привыкли и знаете именно вот эти осложнения. And this is not a comprehensive list of all of the metabolic consequences of chronic kidney disease. Это не полный список всех метаболических нарушений, которые вызываются хроническими заболеваниями почек. But it's the list of things that I like to have in my mind and that I like to explore with owners. Но это список, который я стараюсь помнить и удерживать у себя в голове, и также пройтись по нему вместе со владельцем. Because these are all things that we can easily identify inexpensively and reliably with some basic equipment in our own practices. Потому что все эти симптомы можно выявить недорогими методами исследований и установить наличие или отсутствие этих фактов. And just as importantly, they're all things that we can do something about, that we can reverse with quite straightforward management tools that can make a big difference to the cat. И самое важное, что установив наличие этой симптоматики, мы можем ее скорректировать. Тут очень много что можно сделать, чтобы улучшить состояние пациента, поэтому эта информация имеет большое значение. So this is my pragmatic list of things that I can identify and do something about, and therefore the things that I'm going to be most interested in. То есть это такой прагматический список, которым я пользуюсь для вещей, которые нужно расследовать, выяснить, есть они или нет, и их поправить. So
So, as I say, in this particular presentation, we're going to focus on renal proteinuria and urinary tract infections. Дальше мы будем с вами подробнее говорить именно о протеинурии и инфекциях мочевыводящих путей. But of course, with a cat like Harry, when we identify kidney disease, we also want to check to see whether any of these other factors apply, and we need to manage those appropriately. Но это разговор будет уже не столько про Гарри, а в случае с Гарри или с любой другой кошкой с таким же диагнозом желательно пройтись по всему этому списку, проверить, что есть, чего нет, и исправить. So proteinuria in cats has become an area of great interest in recent years. Итак, протеинурия – это область, которая вызывает большой интерес в последние годы у ветеринарного сообщества. And that's a big change from perhaps 20 years ago, when we would have thought that cats don't really get proteinuria as part of their kidney problems. В отличие от состояния нашей же отрасли лет 20 назад, когда все считали, что у кошек, в общем-то, не бывает протеинурии. And the reason that we thought that is because cats, by nature, have a much lower level of protein in their urine than we do or dogs do. А причина в том, что у кошек изначально достаточно низкое содержание белков в моче и гораздо ниже, чем, скажем, у нас или у собак. So levels of protein that are really quite significant in a cat would be considered normal in us and in dogs. Поэтому уровни значений белков, которые для нас нормальны, для кошек будут считаться очень высокими. So it's only once we got the definition correct that we could recognize the significance of proteinuria. И только когда мы поняли, какие цифры являются нормой для кошек, вот тогда мы смогли оценить протеинурию и распознать ее. So we need to use the urine protein to creatinine ratio, which we call UPC. Сокращение UPC обозначает соотношение протеина в моче к креатинину. Именно этим показателем мы пользуемся для оценки. And in cats, the UPC should be 0.2 or less. Должно быть меньше 0,2 или равно 0,2. And that's a really low level, but even so, dipsticks are so very sensitive for urine protein that they aren't useful to distinguish proteinuria in cats. Это важно помнить, именно что вот это вот соотношение. При этом нужно понимать, что, например, мочевые полоски, они настолько чувствительны к протеину, что совершенно не помогают нам в определении протеинурии. Они очень сильно реагируют на белок. Or rather, I should say that if you have a negative protein change on the dipstick, then you can say the cat is not proteinuric. Точнее сказать, что если полоска показывает отрицательный результат, тогда можно сказать, что протеинурии нет. But any level of protein showing on the stick could be significant. Однако, если на полоска в принципе показывает наличие протеина, тогда нужно уже исследовать этот вопрос. And that's why we do need to measure the UPC. И именно поэтому нужно тогда обращаться к соотношению с креатинином. We also need to think about where the protein is coming from, and so when we measure UPC, we also need to look at urine sediment. Измеряя содержание и соотношение протеина и креатинина, мы также должны подумать, откуда у нас взялся в принципе протеин, и, соответственно, мы должны изучить осадок. And that's really important because we know that particularly female cats with chronic kidney disease are very prone to developing urinary tract infections, bacterial urinary tract infections. Это также очень важно, потому что мы знаем, что особенно самки очень склонны и очень восприимчивы к инфекционным заболеваниям мочевыводящих путей. So this video that I'm showing you now is a fresh urine sample from a cat that we've spun in the centrifuge and just resuspended the pellet, put a little drop of sediment onto a glass slide. Что вы видите здесь, это свежий образец, который мы центрифугировали, ну и капнули немножечко на слайд. We then put a cover slip on and use the oil immersion high
magnification lens to have a look at the urine. Накрыли, разумеется, стеклышком, использовали масляную взвесь и высокое разрешение, увеличение для того, чтобы рассмотреть мочу. And the beauty of doing this in your own lab on a very fresh sample is that actually you can see the bacteria if they are there in significant numbers. Красота заключается в том, что вы в своей собственной лаборатории сразу же по свежему образцу можете глазами увидеть бактерии, если они присутствуют. So what you can see here, we have some red cells. Мы видим красные клетки. We have a white cell up here. Вот у нас здесь белое тельце. And then all of these little dark but also refractile bodies. И вот у нас есть всякие черные точечки. Видите? These are all the little bacteria. Это все бактерии. And in this case you can see that they are coccoid bacteria. Вы видите, что это коки. But in some cases you will see rods and chains of rods. Иногда можно видеть палочки и цепочки из палочек. You'll notice there's no stain in this urine. Как видите, здесь нет окрашивания. And I don't like to put stain into the sediment because the little stain particles can look very much like bacteria and can give you false results. Честно говоря, я не люблю использовать окрашивание, потому что иногда окрашивание скапливается такими небольшими пятнышками, и я могу ошибочно принять их за бактерии. So it's good to screen the urine for bacteria like this, and it's very satisfying when you see them. Очень интересно делать такое исследование. Во-первых, это сразу, во-вторых, так здорово увидел, сразу доволен. But sometimes you will get false negatives just on a direct microscopy. Но иногда можно получить ложно-отрицательные результаты при простом микроскопировании. So if owners can afford it, it's always good to send the sample for bacterial culture and sensitivity. Поэтому, конечно, если владельцы могут это оплатить, то лучше всего отправить на посев и на чувствительность. And if we find that there is a bacterial infection, we certainly want to treat it. Если мы ставим диагноз бактериальной инфекции, мы, конечно же, хотим ее полечить. Because there is a risk that those bacteria in the bladder may also be in the kidney, causing mild pyelonephritis, and of course that will be damaging to the kidney. Потому что всегда есть опасения восходящей мочевой инфекции. Если она есть в мочевом пузыре, то она может оказаться и в почке, приводя к развитию пиелонефрита и, соответственно, повреждая функцию почки. So if we have active sediment and positive bacterial culture, we want to use a long course of antibiotics. Соответственно, получив такой результат, мы будем использовать длинный курс антибиотиков. And the recommendation is to use 4 to 6 weeks of a bactericidal antibiotic. 4-6 недель курса бактерицидного антибиотика. Ideally, of course, chosen based on culture and sensitivity. Лучше всего, конечно, его выбирать, опираясь на результаты посева и чувствительности. And I'll just explain this slide here. So this is another. This time, this is an air-dried, diff-quick stained slide. So it's not a wet preparation. А это другой уже пример, и как вы видите, здесь уже образец сухой, не влажный и окрашенный. And here you can see a long chain of bacteria. Видите цепочку бактерий. And another one down here. Вот она, одна еще одна. And very importantly, you can also see neutrophils here and here in the sediment. И также мы можем видеть нейтрофилы. Вот эти два, которые стрелочками показаны. And it is important to look at the sediment and the cytology, because sometimes you will find low levels of bacteria in urine with not an active inflammatory reaction, and that is probably a normal thing and probably doesn't need antibiotics. И иногда мы можем увидеть и другие какие-то бактерии, и тут нужно тоже быть осторожными, потому что они могут быть, либо это могут быть загрязненные, да, и вам не нужно ничего лечить, и не нужно использовать антибиотики. That's a little bit controversial, but that's the way the general consensus is moving. Это, конечно, бывает противоречиво, потому что здесь всегда спорят о том, обнаружили, не обнаружили, загрязнение, не загрязнение, реально ли это инфекция, и немного люди спорят на эту тему, но тем не менее. So if we do have a bacterial infection,
then once we're on the antibiotics, ideally we'll repeat the urine sediment on the antibiotics to make sure they're having a good effect. Если мы уже начали антибиотики, то нам нужно проверять, насколько они эффективно работают, поэтому через некоторое время нам нужно будет сделать повторный анализ мочи. And then after stopping the antibiotics, usually about 10 days after stopping antibiotics, we want to look again at the sediment and ideally the culture to make sure that we've eliminated that infection. То есть мы смотрим через неделю после того, как начали курс, и также мы снова повторяем это через 10 дней после прекращения курса. Тут желательно брать тоже и бак-посев, и непосредственно микроскопически смотреть. Because cats that have bacterial urinary tract infection are very prone to it becoming an ongoing problem that we can't eliminate. Потому что очень часто у кошек с инфекцией мочевыводящих путей это становится постоянной проблемой, и мы уже не можем с ней справиться. So we can't really interpret urine protein creatinine levels in a cat with an active infection. We need to clear the infection and then look again at the UPC. Соответственно, делать выводы по соотношению протеина к креатинину у кошки, у которой есть бактериальная инфекция, бессмысленно. Сначала необходимо избавиться от этой инфекции, а потом заново взять анализ и снова исследовать уровень протеина и креатинина. But for those cats that don't have infection and do have proteinuria, we can say that they have renal proteinuria. А про тех кошек, у которых уже нет инфекции, а протеинурия есть, мы можем сказать, что у них почечная протеинурия. And that's important because we know that cats that have persistent renal proteinuria tend to have more rapidly progressive kidney disease and significantly reduced survival time. И это важно, потому что нам известно, что кошки с почечной протеинурией живут гораздо меньше, потому что это очень существенно повреждает функцию почек. And this graph shows the results of quite a large study of cats with naturally occurring kidney disease that have been categorized according to whether they did not have proteinuria, which is the red line. Большое исследование, действительно большое количество кошек, у которых, так сказать, самостоятельно, естественным образом развилась болезнь почек. И здесь сравниваются различные показатели. Красная линия – это кошки, у которых протеинурии нет. And then the cats, the grey line, are the cats that did have proteinuria. Серая – это кошки с протеинурией. And the blue line are the ones in the middle that are called borderline. А голубенькое – это как бы пограничное значение между наличием или отсутствием протеинурии. And we have the days of survival time along the bottom here. По нижней шкале отложены дни – это продолжительность жизни. And each line, I'm afraid, each time the line goes down a little, it's because a cat in that group has died. И, соответственно, видите, у нас снижается количество кошек. То есть каждый шаг нашей линии вниз, это значит, какая-то кошечка умерла. And so the steeper the line, the more rapidly the cats are dying. Соответственно, те участки, где наклон резкий, это значит, что много кошек умирают на этом промежутке времени. And we can clearly see the difference. The proteinuric cats are dying much more quickly than the non-proteinuric. И мы видим, что кошки с протеинурией умирают гораздо быстрее, чем кошки без протеинурии. So where does the proteinuria come from and why is it such a problem? Что такое протеинурия, откуда она берется и почему она вызывает такие сложности? In the normal glomerulus, В нормальных клубочках there are proteins in the blood which, if they are small proteins, will pass through the glomerular membrane. Сквозь мембрану фильтруются только маленькие белки. But the larger proteins, shown here with the white arrow, are not able to pass through the filtration membrane. Это черная стрелочка, а белая стрелочка показывает более крупные молекулы белка, которые в норме не просачиваются, не фильтруются сквозь клубочек. And then once the proteins have passed through into the filtrate,
the tubular cells in the proximal convoluted tubule will reabsorb a lot of the protein back into the circulation. Однако даже эти маленькие протеины, которые проскочили сквозь мембрану, дальше в канальце всасываются обратно, большая их часть. So that only a very small amount of protein remains in the urine. И получается, что очень маленькое количество вот этих мелкомолекулярных протеинов попадает в мочу. But if we have a damaged glomerular membrane, then more protein can leak through and the larger proteins can also get through. Однако, если мембрана повреждена, то гораздо больше протеинов просачивается сквозь нее. And these large proteins are more difficult to be reabsorbed, so most of them will pass through into the urine. А крупные молекулы протеинов трудно обратно всасывать в канальцах, поэтому большинство из них остается в моче. We can also get problems with the tubular cells themselves that mean that they are unable to reabsorb the protein. Бывает, что проблема и в другом месте, как раз-таки вот в этом вот повторном всасывании в канальце. Что-то случилось, и всасывание не происходит. So that even if what's coming through the glomerular membrane is normal, we still have increased protein in the urine. То есть даже если с мембраной и с клубочком все в порядке, но вот эти вот почечные канальцы не работают как следует, и мы тоже получаем как следствие протеинурии. Now, if we think about causes of increased leak through the glomerular membrane, если подумать о том, что именно повреждает мембрану и приводит к такой утечке протеинов сквозь нее, that can happen with primary glomerular disease. Это непосредственно заболевания, которые именно затрагивают гломерулу. And that's quite common in people and in dogs, but it's really quite rare in cats. Такие заболевания у кошек встречаются редко. Examples would be glomerulonephritis, Это, собственно, гломерулонефрит, renal lymphoma, почечная лимфома, and renal amyloidosis, which we do see in some cat breeds. почечный амилоидоз, который встречается у некоторых пород кошек почаще. But generally these are rare conditions in cats. Но глобально это редкие состояния для кошачьих. We also see increased protein across the glomerulus in multiple myeloma, but again, that's very rare in cats. А множественная миелома также может стать причиной такого поражения, однако она тоже редко встречается у кошек. And you'll generally recognize that you do have one of these problems because the UPC is really very, very high, usually greater than 3. И понять, что мы имеем дело с одним из этих редких заболеваний, можно опять-таки по соотношению. В этом случае соотношение протеина к креатинину будет более 3, очень высокий показатель. But what we see much more commonly as a cause of increased glomerular pressure through the membrane is increased blood pressure within the glomerulus. А вот причина, по которой часто происходят такие вещи, это повышенное давление крови внутри клубочка. And this can happen because of systemic hypertension, which you will know is a common complication of kidney disease. Это может случиться и из-за системной гипертензии, которая в свою очередь может являться последствием заболевания почек. But even when the systemic blood pressure is normal, we can still have increased blood pressure within the glomerulus. Однако даже если общее давление крови нормальное, мы все равно можем иметь повышенное давление в клубочке. And this is because as kidney nephrons die and are removed, the remaining nephrons have to work harder to try to make up for the lost function. Это может быть связано с тем, что если вследствие заболевания мы теряем часть нефронов, то оставшиеся нефроны становятся такими супергероями, которые пытаются компенсировать недостаток нефронов и берут на себя повышенную функцию. So these remaining nephrons do increase in size and they increase the amount of filtrate that they process. Такие нефроны увеличиваются в размере и стремятся именно к увеличению скорости фильтрации. But the increased glomerular pressure involved in that does force more protein through the membrane. Однако именно из-за их вот этого увеличения в размере и такого ускоренного режима и появляется излишнее давление, которое вызывает протеинурию. And ultimately that increased pressure
does eventually cause damage and loss of those remaining nephrons. Постоянное избыточное напряжение и давление крови, которое присутствует в таком клубочке, постепенно приводит к его атрофии, и он теряет свою функцию. So then the other side of the proteinuria coin is tubular interstitial disease. Соответственно, вторая причина, о которой мы говорили, она уже находится в канальце. And this is a very common finding in cats with kidney disease. Это интерстициальное заболевание канальца, и оно очень популярно у кошек. And those damaged tubular cells have reduced ability to reabsorb protein from the glomerular filtrate. Прежде всего, она выражается в неспособности клеток всасывать, то есть к фильтрации обратно важных веществ. So that results in more protein being passed into the urine. Соответственно, протеин не всасывается и попадает в мочу в большем количестве. But it also seems that the increased exposure of the tubular cells to that increased level of protein is toxic to the tubule cells. Однако еще одним очень интересным фактом является то, что вот наличие высокого содержания протеина в инфильтрате может быть токсично для самих клеток канальцев. То есть вот то, что много вокруг протеина, на них тоже действует плохо. So ultimately we end up with a situation where there is increased glomerular capillary pressure, which forces more protein through the glomerular membrane. И вот у нас в красном, видите, это все у нас кровь и ее повышенное давление в канальце, которое толкает молекулу протеина сквозь мембрану. And that is damaging to the glomerular membrane. Что повреждает саму мембрану. And that also we also have increased protein in the filtrate, which is damaging to the tubular cells. Одновременно в фильтрате становится повышенная концентрация протеина, которая наносит ущерб уже клеткам канальцев, и они не могут выполнять свою функцию. So the proteinuria is a marker for more progressive kidney cats, and our diagnostic tests we look for persistent proteinuria with no active urine sediment. Итак, если сейчас мы говорим про классификацию IRIS, если у нас постоянная протеинурия, но без бактериального аспекта, and if we have a UPC less than 0.2, we can say that's normal, there is no proteinuria. При этом, если показатель меньше 0,2, вот вы видите, то мы можем констатировать, что протеинурии нет. If the UPC is above 0.4, then that is defined as proteinuria, and we would recommend treatment for that cat. Если соотношение больше 0,4, то тогда мы ставим диагноз протеинурия и считаем, что нужно лечение. And then we have that difficult group that have a UPC between 0.2 and 0.4, which are categorized as borderline. А вот это пограничные показатели, помните, да, там была голубенькая линия на графике между 2 и 4 . Это сложная группа, непонятно, как интерпретировать. And then we have to decide whether to treat those cats or whether simply to monitor them to see whether their UPC does eventually increase into the proteinuric level. Мы должны принять решение, либо мы рекомендуем лечение, либо мы мониторим состояние животного, и при любом сдвиге мы меняем свое решение. And the official advice is that we should monitor these cats. Но официальная позиция заключается в том, что необходимо мониторить. But I can't help looking at that blue line of the borderline cats. Но меня лично очень расстраивает наклон этой голубой линии. And seeing that it seems to be a lot closer to the proteinuric cats than to the healthy cats. И что-то мне кажется, что она гораздо ближе к кошкам с протеинурией, чем к кошкам без нее, то есть к красному графику. So we need more information about these borderline cats, but many people would choose to treat those cats if they are persistently in that borderline zone.
И поэтому, хотя нам нужно больше информации об этих пограничных показателях, я думаю, многие наши коллеги в этой ситуации будут выбирать лечить это состояние. So what do we treat these cats with if we are going to treat them? Чем же мы их будем лечить, если решим лечить? Well, it's all about managing angiotensin 2. По сути, мы должны контролировать ангиотензин 2. Which is a vasoconstrictor. Это вазоконстриктор. So it does have some effect in increasing systolic blood pressure. Он увеличивает артериальное давление. But it has a much more potent effect on increasing pressure within the glomerulus. Но еще гораздо больше он усиливает давление внутри клубочка. Now, short term, that is helpful because it helps to improve the glomerular filtration rate in the short term. В краткосрочной перспективе его эффект хороший и оправдан, потому что он ускоряет клубочковую фильтрацию. But as we've seen, ultimately it is damaging to the glomerulus. It contributes to glomerular hypertrophy and fibrosis. Однако в долгосрочной перспективе мы видели, что все это приводит к ущербу для канальцев, и в итоге будет гипертрофия, а затем и фиброз. And ultimately it will contribute to loss of the nephron. И, соответственно, потом нефрон выйдет из строя. Angiotensin 2 also stimulates aldosterone release. Ангиотензин 2 также стимулирует выработку альдостерона, which will promote sodium retention and so again will tend to increase blood pressure. Что, соответственно, влияет на уровень натрия и также опосредованно повышает уровень артериального давления. So this is a schematic of the way that angiotensin is formed. We start with angiotensinogen at the top. Откуда же берется ангиотензин? Вот краткая схема. Ангиотензиноген на самом верху. And renin is the enzyme which allows angiotensinogen to be converted to angiotensin 1. Соответственно, ренин – это тот самый фермент, который помогает нам превращать это все в ангиотензин 1. And then angiotensin converting enzyme converts 1 to 2. И затем АПФ превращает его в ангиотензин 2. And it's angiotensin 2, which is the active form. И это и есть активная форма. And here on this side we see the damaging effects that I've just outlined that we will get from increased angiotensin 2. Слева мы видим как раз-таки вот те повреждающие эффекты, которые мы наблюдаем при повышенном уровне ангиотензина 2. But what we also see is that there is a second angiotensin receptor called AT2. Однако есть и второй AT2 рецептор. And actually that mediates some positive benefits from angiotensin 2, so vasodilation and general support of kidney function. И воздействие на эти рецепторы приводит к положительным эффектам, таким как расширение сосудов и общая поддержка функций почек. So if we need to control angiotensin, we have in the past traditionally used an ACE inhibitor to stop the angiotensin converting enzyme from working and block the effect of angiotensin 2. Поэтому в прежние времена, когда мы хотели остановить действие ангиотензина 2, мы использовали ингибитор АПФ. Таким образом, ангиотензин 1 просто не превращался в ангиотензин 2, и у нас не было активной формы. And of course there are a lot of ACE inhibitors available. In the UK we've used benazepril as our first line in cats because that's the one that has the veterinary license. Препаратов много, но в Великобритании, например, для кошек лицензирован беназеприл. But any of the ACE inhibitors will have similar effect. Но все ингибиторы АПФ работают по одному и тому же принципу. However, more recently we have another option available to us, which I think is also available here in Russia, and that's to use an angiotensin receptor blocker. Но, однако, в последнее время у нас появилась новая возможность, мне кажется, доступна она и для вас, для ваших коллег в России. Это уже блокатор рецептора. And this has the advantage that it is specific to the AT1 receptor, which is the receptor mediating the damaging effects.
Очень важно, что блокирует не все рецепторы, а именно АТ1 рецептор, который при влиянии на него ангиотензина 2 дает все эти негативные эффекты. But it doesn't block the AT2 receptor, which is mediating the more beneficial effects. Но не блокирует восприимчивость АТ2 рецептора, который в свою очередь восстанавливает функцию почек. So this is the drug called telmisartan. In the UK, the trade name is Symitra. Это телмисартан или Симинтра, у нас тоже на рынке представлен под названием Симинтра. And it's a liquid formulation that we generally find cats take very well. Жидкая форма, которую, в общем-то, кошки предпочитают. And a significant